Статуи на острове Пасхи, известные как Моаи, были созданы более 1000 лет назад, и их загадка оставалась неразгаданной на протяжении многих веков. Сотни гигантских каменных лиц, высеченных из вулканического туфа, весом до 30 тонн, расположены по всему острову. Ученые с разных концов мира пытались выяснить, как древние полинезийцы смогли перемещать эти массивные статуи с одной точки на другую. В 2020-х годах группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе начала новое исследование, сосредоточенное на этих таинственных артефактах. В ходе раскопок они обнаружили следы древних дорожек, которые вели к местам, где находились статуи. Эти дорожки, выложенные из камней, привели к новому пониманию методов, использовавшихся для транспортировки Моаи. Исследователи выяснили, что полинезийцы, вероятно, использовали комбинацию техники и коллективной силы. С помощью специальных инструментов и навыков они могли передвигать статуи на расстояние до 100 миль, используя деревянные подставки и сани, которые скользили по земле. Этот метод передвижения был неожиданным для многих ученых, которые считали, что статуи могли быть перемещены только с помощью сложных механизмов. В дополнение к этому они обнаружили, что статуи не просто вырезались из камня, но и имели особую символику. Каждая Моаи представляла собой предков, а их расположение на острове указывало на важные культурные и религиозные аспекты жизни древних жителей. Эти открытия заставили ученых переосмыслить не только технологии, использовавшиеся для создания статуй, но и социальные структуры, существовавшие в полинезийских обществах. Во время своих исследований ученые нашли артефакты, которые указывали на то, что жители острова использовали растительность в качестве источника энергии для движения статуй. Они использовали длинные бамбуковые стебли, которые служили в качестве рычагов, позволяя поднимать и передвигать тяжелые каменные блоки. Так они создавали своеобразные картонные технологии, которые показывают, как древние народы могли справляться с трудными задачами. Внезапно один из исследователей наткнулся на неожиданные следы, которые оказались не только дорожками, но и фрагментами древних конструкций, оставшихся от тех, кто строил и перемещал статуи. Эти находки открыли новые горизонты для понимания древних технологий и методов, применявшихся в те времена. Спустя несколько месяцев работы стало ясно, что статуи на самом деле были частью гораздо более сложной системы, чем считалось ранее. Исследование на острове Пасхи начало переворачивать представления о древних цивилизациях и их возможностях, открывая двери для новых вопросов о том, кто были эти люди и как они смогли создать такие величественные сооружения на отдаленном острове. В процессе исследования ученые сосредоточились на изучении размеров и веса статуй Моаи. Эти гигантские фигуры высотой до 7 метров поражали воображение. Статуи весили от 12 до 30 тонн, что ставило под сомнение их возможные методы передвижения. Однако новые находки в ходе раскопок дали возможность лучше понять, как древние полинезийцы справлялись с этими колоссальными задачами. Один из археологов, доктор Хосе Мартинес, обнаружил вблизи одной из статуй уникальную структуру из больших каменных блоков, выложенных в форме арки. Эти блоки, по его предположениям, могли использоваться в качестве временной платформы для поднятия статуй. Доктор Мартинес предложил теорию о том, что данная конструкция служила в качестве опоры, когда статуи перемещались. Это открытие привело к новому взгляду на методы строительства и передвижения, используемые на острове. Команда исследователей организовала выставку, на которой продемонстрировала масштабные карты и модели, показывающие, как статуи могли перемещаться по острову. На этих картах были отмечены участки с различными типами местности, на которых находились статуи. Ученые провели компьютерное моделирование, которое продемонстрировало, как с помощью простых рычагов и системы деревянных подставок можно было преодолевать даже самые сложные участки. При этом команда обнаружила, что статуи имели не только разные размеры, но и уникальные характеристики. Например, некоторые из них имели больше деталей на лицах, в то время как другие были более абстрактными. Это различие могло свидетельствовать о том, что статуи были созданы в разное время и отражали разные культурные нюансы. Появились предположения, что каждая статуя могла быть индивидуально наделена значением для своего создателя, а ее размер и форма могли символизировать статус предков. В
Вскоре после этого команда провела тесты на прочность камней, из которых были изготовлены статуи. Оказалось, что вулканический туф, использовавшийся для вырезания моаи, был необычайно прочным. Эти особенности позволяли статуям выдерживать воздействие ветра и дождя на протяжении многих лет. Исследователи начали составлять гипотезы о том, как климатические условия могли влиять на процесс их создания и сохранения. Одновременно с этим ученые начали анализировать данные о древних жителях острова, чтобы понять, как они могли создать такие массивные конструкции с ограниченными ресурсами. Археологические находки, такие как инструменты из камня и остатки пищевых продуктов, указывали на то, что полинезийцы обладали глубокими знаниями о своей среде обитания и знали, как эффективно использовать свои ресурсы. Таким образом, исследование размеров и веса статуй открыло новые горизонты для понимания технологий и культуры древних народов острова Пасхи. Ученые начали осознавать, что за созданием статуй стояли не только физические усилия, но и сложная социальная структура, которая могла объединять людей для достижения общих целей. Доктор Хосе Мартинес и его команда решили провести эксперимент, чтобы проверить свои теории о методах перемещения статуй. Они выбрали одну из самых крупных моаи, которая находилась в ненадлежащем состоянии. С помощью современных технологий и древних приемов они начали процесс ее перемещения. Для этого они создали модель, используя деревянные балки и бамбуковые стебли, чтобы понять, как полинезийцы могли справляться с такими задачами. Первым шагом было подготовить основание для статуи. Команда выровняла площадку, использовав небольшие камни для создания стабильной основы. Затем они зафиксировали статую на специально созданных сани, которые изготовили из бамбука и дерева, имитируя то, что могли бы использовать древние строители. Ученые задействовали 13 человек, чтобы протестировать свои методы. Они начали с того, что собрали небольшую группу, чтобы установить ритм работы. Внезапно, когда одна из групп начала двигать сани, статуя начала скользить по земле. С помощью длинных палок они смогли создавать небольшие бугры под сани, что позволяло статуе плавно передвигаться. Этот процесс потребовал много усилий и координации. Спустя несколько часов работы статуя переместилась на несколько метров. Это было удивительное достижение, которое продемонстрировало, что древние народы могли использовать простые механизмы для достижения великих целей. Команда также начала исследовать, как статуи могли быть перемещены по сложным участкам местности. На этом этапе был сделан неожиданный шаг. Ученые начали проводить эксперименты с использованием воды. Они создали небольшие канавы, чтобы выяснить, как статуи могли быть передвинуты по более твердым поверхностям. Это открытие позволило предположить, что полинезийцы могли использовать дождевую воду для уменьшения трения между санями и землей. Некоторые участники команды заметили, что при перемещении статуи, помимо физического труда, необходимо было организовать коллективную работу. Это привело к новым выводам о социальной структуре древних общин. В каждой группе, которая работала над перемещением статуи, наблюдалось четкое распределение ролей. Одни участники следили за ритмом, другие координировали положение саней, а третьи контролировали направление движения. Далее исследователи начали анализировать местные мифы и легенды, связанные с перемещением статуй. Некоторые рассказывали о божественных силах, которые помогали предкам в этом деле. Ученые начали связывать эти мифы с реальными практиками, обнаружив, что они могли быть использованы как своего рода мотивация для людей, участвующих в таких тяжелых работах. Стремление к пониманию перемещения статуй привело к новой волне интереса к острову Пасхи. Ученые начали сотрудничать с местными общинами, чтобы узнать больше о том, как они воспринимают эти монументы. В процессе общения они узнали, что статуи были не просто произведениями искусства, но и важными символами жизни, идентичности и коллективной памяти для местных жителей. Эта связь между прошлым и настоящим стала основой для нового понимания того, как древние народы могли создавать такие впечатляющие памятники, используя ограниченные ресурсы и разнообразные методы. В ходе дальнейших раскопок команда доктора Мартинеса обнаружила еще более захватывающие артефакты. В одной из пещер, недалеко от устаревших статуй, были найдены остатки древних инструментов, которые могли быть использованы для обработки камня. Эти инструменты, выполненные из твердого обсидиана, имели уникальные формы и размеры. Анализ показал, что они были значительно более сложными, чем считалось ранее.
Это открытие ставило под сомнение изначальные представления о технологическом уровне полинезийцев. Доктор Мартинес решил организовать экспедицию в эту пещеру. По мере углубления в темноту команда наткнулась на стенопись, изображающую сцены, связанные с созданием и перемещением статуй. Изображения показывали людей, работающих вместе, возможно, для перемещения статуй, но также были и другие символические изображения, которые указывали на ритуалы, связанные с этими процессами. Это открытие дало возможность сделать предположение о том, что создание статуй было связано с религиозными и социальными практиками. На следующий день команда вернулась в лагерь с новыми находками и быстро поняла, что эти изображения могут изменить понимание всего проекта. Но вскоре после обсуждения полученных данных возникли разногласия между участниками исследования. Некоторые считали, что необходимо сосредоточиться на археологических находках и их исторической значимости, в то время как другие настаивали на том, что необходимо продолжать эксперименты с перемещением статуй. Доктор Мартинес испытывал внутренний конфликт. Он понимал, что открытие новых артефактов предоставляет уникальную возможность, однако не мог игнорировать важность проверки своих теорий. Непонимание между членами команды начало накапливаться, и вскоре возникли напряженные обсуждения, которые угрожали целостности проекта. Каждый из них хотел доказать свою правоту, и это начало отражаться на эффективности работы. Тем временем команда обнаружила, что одна из статуй, ранее считавшаяся неподвижной, имела уникальные признаки перемещения. На поверхности камня были видны царапины, которые указывали на то, что статуя могла быть подвержена воздействию, а следы от подставок показывали, что она действительно была перемещена в прошлом. Это открытие вновь увеличило интерес к статуям и означало, что традиционные представления о статуях как о статичных объектах могли быть ошибочными. Доктор Мартинес решил провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, какие методы могли быть использованы для перемещения данной статуи. Он организовал новые эксперименты, которые привлекли внимание местных жителей. Они начали делиться собственными мифами и легендами о статуях, что добавило новый уровень понимания и значимости артефактов. Неожиданно в рамках исследования один из местных жителей вспомнил о старых ритуалах, которые практиковались их предками. Он сказал, что статуи были связаны не только с физическим перемещением, но и с духовным процессом, когда предки переселялись вместе со статуей. Эта информация открыла совершенно новый взгляд на статуи и их роль в культуре полинезийцев. Тем не менее, конфликт внутри группы продолжал нарастать. Каждый из участников начал сомневаться в целях своей работы, и это угрожало всему проекту. Доктор Мартинес осознал, что ему необходимо найти способ объединить команду и сосредоточиться на главной цели. В противном случае их работа могла оказаться под угрозой. Доктор Мартинес собрал команду для обсуждения последних находок и археологических артефактов, найденных в пещере. Он представил результаты своих исследований, включая уникальные инструменты из обсидиана, которые могли быть использованы древними полинезийцами для обработки камня. На встрече исследователи внимательно изучали фотографии и чертежи, обсуждая, как эти инструменты могли изменить представление о технологиях, использовавшихся для создания Моаи. Споры начали возникать сразу же. Один из археологов, доктор Лиза Чен, утверждала, что древние строители могли использовать звук и ритм для координации своих действий во время перемещения статуй. Она привела примеры из других культур, где звук использовался для организации труда. Этот подход вызвал критику со стороны коллег, которые сомневались в возможности применения таких методов в условиях острова Пасхи. Параллельно с аргументами по поводу технологий, команда начала проводить эксперименты, чтобы воспроизвести инструменты, найденные в пещере. Они завезли разные виды камней и древесины для создания прототипов. Однако каждая попытка сталкивалась с трудностями. Инструменты часто выходили неудачными, требовали доработки или даже ломались в процессе работы. Это подрывало уверенность исследователей в их теории и становилось источником напряжения в группе. Однажды, когда команда работала в лаборатории, несколько исследователей, включая доктора Мартинеса, начали экспериментировать с древними методами обработки камня. Они пытались создать инструменты, основываясь на чертежах, найденных в пещере, но результат оказался далеко от ожидаемого. Инструменты не справлялись с задачами, и рабочие начали выражать недовольство по поводу того, действительно ли такие технологии могли существовать.
На фоне этого напряжения доктор Чен выступила с предложением провести встречу с местными жителями, чтобы выяснить, как их предки могли создавать статуи. Она считала, что это может прояснить многие вопросы о технологиях. Несмотря на противоречия внутри команды, доктор Мартинес поддержал эту идею. Вскоре они организовали встречу с местными жителями, готовыми поделиться своими знаниями. Во время встречи местные жители продемонстрировали технологии, использовавшиеся для обработки камня и транспортировки статуй. Они рассказали о простых, но эффективных методах, таких как использование растительных соков для обработки камня и систем рычагов для перемещения тяжелых объектов. Эти откровения произвели впечатление на исследователей и добавили новые элементы в их понимание древних практик. Некоторые члены команды, однако, не согласились с новыми данными. Они продолжали придерживаться мнения о примитивности технологий древних народов, что углубляло внутренние разногласия. Настроение в группе становилось все более напряженным, и это начало отражаться на качестве их работы. Каждый новый эксперимент вызывал споры и недовольство. Доктор Мартинес осознал, что необходимо предпринять шаги для объединения команды. Он предложил создать рабочие группы, в которые войдут как археологи, так и местные жители. Этот подход мог бы помочь объединить усилия и преодолеть разногласия, но ему предстояло убедить участников в необходимости этого шага. Работа команды продолжалась, и вскоре они начали получать результаты от своих экспериментов. С каждым новым днем исследователи делали неожиданные открытия, которые меняли их представление о технологиях древних полинезийцев. В ходе работы над созданием инструментов команда наткнулась на более эффективные способы обработки камня, используя сочетание местных растений и минералов. Одним из таких открытий стало использование раствора из сока отдельных видов растений, который помогал смягчать поверхность камня и облегчал его обработку. Однажды, во время одного из экспериментов, доктор Чен и доктор Мартинес заметили, что комбинированная техника, использующая звук, действительно может повысить эффективность работы. С учетом этого они начали адаптировать ритмические удары по инструментам, чтобы создать синхронизацию среди рабочих. Эта методика привела к значительному улучшению качества получаемых инструментов, что стало важным шагом вперед. Однако не все в команде разделяли оптимизм. Некоторые исследователи оставались скептичными. Они настаивали на том, что полученные результаты не могут доказать, что древние полинезийцы использовали подобные технологии. Конфликт между сторонниками традиционных методов и сторонниками новых открытий усугублялся, и команда погрузилась в неразбериху. В этот напряженный период команда решила провести дополнительные раскопки вблизи статуй, чтобы найти новые доказательства. На глубине около 3 метров под землей они наткнулись на остатки древних построек, которые, как оказалось, могли служить временными мастерскими для создателей статуй. Эти находки включали обожженные камни, остатки инструментов и даже следы от жертвоприношений, что указывало на наличие ритуалов, связанных с созданием статуй. Эти новые данные вызвали интерес и споры. Некоторые члены команды считали находки подтверждением своих теорий о сложных технологиях древних народов, в то время как другие оставались скептически настроенными, полагая, что все это могло быть случайностью. Напряжение возросло до такой степени, что в один момент во время обсуждения произошло открытое противостояние между сторонниками разных точек зрения. В разгар конфликта доктор Чен предложила провести научный симпозиум, на который пригласили бы независимых экспертов, чтобы рассмотреть текущие дебаты и поднять вопросы, касающиеся работы команды. Это предложение вызвало противоречивые мнения. Одни поддержали идею, полагая, что это поможет найти общий язык, другие же увидели в этом угрозу для своей репутации. В конечном итоге, несмотря на разногласия, доктор Мартинес согласился на организацию симпозиума. Он считал, что внешние мнения могут внести ясность и помочь команде сосредоточиться на сути исследования. После нескольких недель подготовки симпозиум был назначен на конец месяца. Приглашенные эксперты согласились обсудить технологии древних народов и их применение в контексте создания статуй. Приближаясь к дате симпозиума, команда работала напряженно, готовя свои исследования и аргументы для обсуждения. Напряжение нарастало, так как каждый участник понимал, что результаты симпозиума могут изменить ход их работы и влиять на дальнейшие исследования на острове.
В ожидании не только согласия, но и возможного конфликта каждый из участников готовился к одному из самых важных событий в их ценнейшей исследовательской деятельности. Симпозиум, который организовала команда, стал важным событием, привлекшим множество экспертов со всего мира. Исследователи, археологи и антропологи собрались, чтобы обсудить методы, использовавшиеся для создания статуй на острове Пасхи, и сравнить их с технологиями других древних цивилизаций. Это дало возможность понять, какие уникальные подходы могли быть использованы благодаря местным условиям. На симпозиуме доктор Мартинес представил данные о своих исследованиях, включая результаты тестов, проведенных с инструментами и материалами, найденными в раскопках. Он также упомянул о технологиях, использованных в других культурах, таких как египетские пирамиды и каменные круги Стоунхенджа. Участники слушали с интересом, но вскоре дебаты снова начали накаляться. Одним из ключевых моментов стало сравнение методов перемещения тяжелых камней. Один из экспертов, доктор Стивен Льюис, представил данные о том, как древние египтяне использовали систему рычагов и катков. Этот подход вызвал споры, так как некоторые члены команды полагали, что подобные технологии не могли быть применимы на острове Пасхи. Они указывали на отсутствие необходимых ресурсов, таких как древесина, для создания катков. Другие участники симпозиума, в том числе местные жители, начали высказывать свои мнения. Они напомнили о разнообразии методов, которые могли быть использованы полинезийцами в зависимости от их среды обитания. Эти обсуждения привели к новому пониманию важности местных материалов и условий для создания статуй. Тем не менее, не все участники были готовы принять новые идеи. Одни исследователи продолжали настаивать на том, что полинезийцы использовали примитивные методы, не способные объяснить сложные конструкции статуй. Это вызвало напряжение, и в воздухе витало чувство разочарования. Доктор Чен, увидев, как напряжение растет, решила обратиться к фактам и привела примеры других культур, которые добились величия благодаря простым, но эффективным методам. Сравнения привели к неожиданным открытиям. Доктор Мартинес заметил, что многие технологии, используемые в древних цивилизациях, имели схожие черты, несмотря на географическую удаленность. Это вызвало интерес среди участников, и началась дискуссия о том, как различные народы могли обмениваться знаниями через океан. Внезапно появились новые идеи о том, что полинезийцы могли не просто изолированно развиваться, а взаимодействовать с другими культурами. Однако этот новый подход вызвал критику у более консервативных членов команды, которые настаивали на том, что все открытия должны основываться только на местных данных. Это создало разделение между участниками, и некоторые начали говорить о необходимости разделить команду на две группы – тех, кто поддерживал новые идеи, и тех, кто выступал за традиционные методы исследования. На фоне нарастающего конфликта доктор Мартинес понимал, что эти разногласия могут разрушить команду. Он решил провести закрытое обсуждение, чтобы попытаться наладить диалог между противоборствующими сторонами. Он предложил рассмотреть данные, собранные на симпозиуме, и обсудить, как все эти открытия могут объединить их в совместном исследовании. На следующей встрече обсуждение стало напряженным, но постепенно участники начали обмениваться мнениями. Доктор Мартинес сумел создать атмосферу, в которой все могли высказать свои опасения и идеи. В этом обсуждении возникли новые решения, которые могли помочь объединить группу, но они еще не были готовы к компромиссам. Каждое новое открытие продолжало подогревать конфликты, и впереди стояло много испытаний. С каждым новым открытием напряжение между участниками команды нарастало. Вскоре после симпозиума доктор Мартинес получил сообщение о том, что в одной из раскопок были обнаружены дополнительные артефакты, которые могли пролить свет на то, кто же на самом деле построил статуи. Команда немедленно отправилась на место находки, полное ожидания и волнения. Это могло стать переломным моментом в их исследовании. На месте раскопок команда обнаружила несколько скелетов, которые, как выяснили ученые, принадлежали древним жителям острова. Вокруг них были обнаружены керамические сосуды, украшенные символами, которые ранее были видны на статуях. Эти находки вызвали бурное обсуждение. Некоторые члены команды предположили, что эти люди могли быть строителями статуй, а также их жрецами. Доктор Чен, изучая найденные артефакты, заметила, что некоторые из них имели общие черты с предметами, найденными в других цивилизациях, таких как Месоамерика и Полинезия. Это открытие привело к новому пониманию.
Возможно, строители статуй не были изолированной культурой, а частью более обширной сети древних народов, которые обменивались знаниями и технологиями. Однако не все участники команды согласились с этой теорией. Некоторые настаивали на том, что статуи были построены исключительно местными жителями, и такие сравнения могут исказить истинную историю. Это вновь привело к конфликтам, и разногласия углубились до предела. Тем не менее, доктор Мартинес настаивал на необходимости дальнейшего анализа. В очередной раз, когда команда обсуждала новые находки, доктор Чен предложила провести углубленный анализ генетических данных. Они отправили образцы костей в лабораторию для изучения. Эти результаты должны были показать, связаны ли найденные останки с современными жителями острова, что могло подтвердить, что именно эти люди создавали статуи. Пока команда ждала результатов анализа, они решили углубиться в изучение местных легенд. В одной из историй, переданных из поколения в поколение, говорилось о том, что статуи были созданы в честь предков, которые пришли с другого мира. Это утверждение привлекло внимание некоторых исследователей, которые начали рассматривать возможность более широкого подхода к исследованию происхождения статуй. В это время на острове разразился шторм, который привел к обрушению части одного из холмов, где находились статуи. Это событие шокировало всю команду, и они немедленно отправились на место происшествия. В результате этого обрушения были открыты новые слои земли, которые не исследовались ранее. Ученые нашли больше артефактов, включая инструменты и остатки строительных материалов. Лучи света пробивались сквозь облака, когда команда осознала, что они могут быть на пороге величайшего открытия в своей карьере. Эти находки, в сочетании с предстоящими результатами анализа, могли окончательно решить вопрос о том, кто на самом деле построил статуи и как это влияло на местную культуру. Напряжение в команде достигло своего пика. Каждый понимал, что эти открытия могут изменить их понимание истории острова Пасхи навсегда. Как только результаты анализа вернулись, атмосфера накалилась до предела. Команда собрала свои данные и ожидала, что откроется новая глава в их исследовательской деятельности. Команда собралась в лаборатории, когда результаты генетического анализа прибыли. Доктор Мартинес открыл отчет, его сердце стучало быстрее от осознания важности данных. Все взгляды были прикованы к экрану, где отображались результаты исследования. Команда переглядывалась, напряжение в воздухе нарастало. Доктор Мартинес начал читать вслух. Результаты показали, что генетический материал, извлеченный из найденных останков, имел близкие родственные связи с современными жителями острова Пасхи. Это открытие подтвердило, что эти древние люди могли быть предками современных полинезийцев, ставя под сомнение представления о происхождении статуй. В команде возникло чувство единства и гордости за раскрытие части своей истории. Однако вскоре доктор Чен сделала еще одно открытие. Исследуя артефакты, найденные во время обрушения холма, она заметила странные символы на сосуде. Эти знаки не совпадали с местными традициями и напоминали изображения, найденные в других частях Тихоокеанского региона. Это вновь подняло вопрос о возможности трансокеанической связи между культурами. Споры о значении символов и их влиянии на историю статуй привели к конфликту. Некоторые члены команды настаивали на важности местного контекста. Другие утверждали, что символы указывают на более сложные культурные взаимодействия. Обсуждение накалялось, и стало ясно, что некоторые исследователи не готовы принять новые идеи. Доктор Мартинес, осознавая важность момента, предложил рассмотреть символы с точки зрения коллективного наследия. Он напомнил о необходимости понять, как различные культуры взаимодействовали и влияли друг на друга. Это заявление вызвало неоднозначные реакции, но некоторые члены команды начали осознавать, что новое понимание может обогатить их работу. Тем временем в лабораторию пришли местные жители, чтобы обсудить находки. Они были взволнованы тем, как их история и культура могут быть представлены в новых исследованиях. Старейшины поделились знаниями о символах, их значении и использовании в ритуалах, связанных с предками. Эта информация стала кульминацией обсуждения. Местные жители подтвердили, что их предки связывали статуи с конкретными событиями и ритуалами, предоставляя новый контекст для исследования. Они говорили о том, как статуи были не просто памятниками, а активными элементами их культуры, добавляя глубину и сложность к исследованиям команды. На фоне этих откровений члены команды заметили, что разногласия начали постепенно исчезать.
Вместо споров они начали работать вместе над интеграцией новых идей в свои исследования. Каждый осознал, что их работа может внести значимый вклад в понимание истории острова Пасхи и его народа. Напряжение между участниками сменилось на желание сотрудничать и исследовать, создавая новую основу для совместной работы. С каждым открытием и новым взглядом на исследование команда приближалась к разгадке тайны статуй. Впереди лежали последние шаги к полному пониманию их исторического наследия. После того, как команда объединила свои усилия, они начали работать над интеграцией всех новых данных. В течение следующих месяцев они усердно анализировали итоги своих исследований, направляя усилия на создание единой теории о статуях и их значении для древних полинезийцев. Доктор Мартинес организовал встречи с местными жителями, чтобы обсудить, как их знания и история могут быть интегрированы в научные исследования. Это сотрудничество создало мост между культурой и наукой, что дало команде новое направление и понимание. Наконец, команда представила результаты своих исследований на Международной конференции по археологии. Данные о генетических связях между древними и современными жителями острова Пасхи, а также о культурных символах, найденных на артефактах, стали основой для новой модели понимания истории региона. Участники конференции были поражены глубиной и сложностью обнаруженных взаимосвязей, которые бросали новый свет на представления о полинезийских народах. На фоне этих открытий началось переосмысление исторической значимости статуй. Их начали рассматривать не только как памятники, но и как важные элементы культурной идентичности и социальной структуры древних полинезийцев. Статуи стали символами связи с предками, отражая их верования и практики. Это новое восприятие открыло двери для дальнейших исследований и сотрудничества между учеными и местными культурами. После конференции многие исследователи начали пересматривать свои взгляды на остров Пасхи и его жителей. В мировой научной среде возникло желание больше исследовать связи между различными культурами Тихого океана. Больше внимания стало уделяться местным знаниям и традициям, что способствовало более глубокому пониманию их истории. В результате команда доктора Мартинеса не только раскрыла тайны статуй, но и привнесла новое понимание в современные исследования полинезийской истории. Появление такого подхода помогло восстановить уважение к местной культуре и ее наследию. Программа совместного изучения истории стала частью образовательных инициатив на острове Пасхи, привлекающей внимание студентов и ученых со всего мира. Таким образом, работа команды и их открытия помогли создать новую парадигму в изучении истории. Статуи на острове Пасхи перестали быть просто объектами для изучения. Они стали живыми символами культуры, которые рассказывают историю о том, как люди взаимодействуют с окружающей средой, с предками и друг с другом. Эти находки оставили глубокий след в памяти всех участников и вдохновили новое поколение исследователей. Каждое новое открытие становилось не просто шагом к разгадке загадок прошлого, а возможностью сделать шаг к лучшему пониманию настоящего и будущего.